Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Сталик Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Вот тыква прямо пышет здоровьем. К сожалению, не все знают, как ее готовить. Когда я был еще небольшим мальчиком, я очень любил, чтобы мама нарезала тыкву крупными кусками, смазала ее маслом, сверху немного медом, да в духовку. Недавно я познакомился с чеченской кухней, и там готовят, восхитительные пироги из очень простого теста на кефире и соде, именно с тыквой. Это невероятно вкусно. С тыквой можно приготовить манты. Даже без мяса они бывают очень вкусными. Если вы пропустили этот восхитительный сюжет, вам одна дорога в мои социальные сети. Но сегодня я хочу показать вам, что с тыквой можно приготовить даже рис. В этом блюде будет всего 3 ингредиента: рис, тыква и топленое масло. В таких блюдах, где всего 2-3 ингредиента, очень важно выбрать самые вкусные ингредиенты. Масло у нас золотистое, восхитительное, ароматное. Тыква превосходная. Если вы хотите получить рассыпчатый рис, то любой рис необходимо замачивать и промывать. Забегая вперед, я должен сказать, что рис и тыква представляют собой восхитительное сочетание. Никто не может поверить, что это только рис и только тыква. Ну да, конечно, топленое масло тоже. Но я точно знаю, что порадует очень многих. Это блюдо готовится очень просто. Самое сложное здесь почистить и нарезать тыкву кубиками 2 на 2, 3 на 3. Вот это, пожалуй, что даже слишком большой. Необходимо, чтобы кубики, в конце концов, умещались в ложку. Прежде чем отваривать рис, воду необходимо посолить. Причем посолить крепко. На каждый литр воды идет по 1 столовой ложке соли. Очень важное условие. Вода должна кипеть бурно, если вы хотите отварить рассыпчатый рис. Пересыпайте, и можно даже на первую минуточку накрыть крышкой, чтобы как можно скорее рис закипел вновь. Время приготовления каждого сорта риса, более того, даже каждой партии риса, может отличаться. Поэтому самое правильное – следить за рисом и проверять, насколько он приготовился. Нам надо, чтобы рис приготовился процентов на 70, то есть чтобы он не впитал в себя всю влагу, которую мог бы гипотетически впитать. Потому что вместе с рисом на втором этапе будет готовиться тыква. Плод довольно влажный. Влага из тыквы будет выходить, и ее будет впитывать рис. И это получится очень вкусно. А тем временем дно казана, либо еще лучше керамического горшка, смажьте топленым маслом. Да не жалейте вы это масло. В конце концов мы готовим такую вкуснятину. Поверх масла тыква, так, чтобы она покрыла практически все дно. В данном случае тыква – это еда, а еду у людей принято солить. Но хоть чуть-чуть, хоть немножко, не беспокойтесь, у меня есть еще сладость, и рис очень сладкий, так что все получится хорошо. Прошло 4,5 минуты. Я пробую рис, и да, это ровно то, что мне надо. Я должен вас предупредить, что рис, даже басмати, даже очень хороший басмати, может готовиться от 4 до 12 минут. Да, вот такой разброс. Поэтому доставайте, проверяйте. Он должен приготовиться процентов на 70. Этот рис, я знаю, он варится 10 минут. А сейчас прошло уже почти что 7. Пора доставать. Лишняя влага с риса должна стечь, поэтому я кладу его на сито, на дуршлаг. Первый слой тыквы пересыпаем рисом. Ни в коем случае не надо утрамбовывать рис. Рис должен лежать свободно. Струйки пара должны проходить сквозь рис и делать его восхитительным. Вот теперь еще масло и еще один слой тыквы. Тыкву укрываем рисом, и поверх риса опять топленое масло. Секрет этого блюда прост. Очень вкусная тыква
очень вкусный рис и очень много вкусного топленого масла. Горшочек, казанчик, что у вас там будет? Накрываем. И вы догадываетесь, что дальше? Дальше все очень просто. Это блюдо готовится за 10 минут. 5 минут на тыкву, 5 минут на рис и 1 час в духовке. Для того, чтобы все вместе превратилось в замечательный плов с тыквой. Да, вы не ослышались. Это на самом деле самый настоящий плов. Температура духовки 140, максимум 150 градусов. Ближе к концу можно даже убавить до 130. И все у вас получится. Вот и готов рис с тыквой. Вообще, на самом деле, плов. Конечно же, плов с тыквой. Потому что иначе это чудо называть нельзя. Простите, это будет несправедливо по отношению к великолепному вкусовому сочетанию, которое образует рис, тыква и топленое масло. Некоторые могут подумать, будто бы это отличный гарнир к какому-либо блюду. Хоть к рыбному, хоть к мясному, хоть к курице. И это так и есть. Это правда. Но на самом деле, то, что мы с вами приготовили, вполне себе самостоятельный обед. Раньше не каждый день ели мясо, не каждый день резали петушка. Ели, что Бог послал. А нынешней осенью Бог послал нам топленое масло. Тыквы хорошие уродились. И рис. Самое главное, что рис есть и не кончается. Приятного вам аппетита! Дорогие друзья, это новая книга, которая называется «Сталик Видеобук». Еще ярче, еще вкуснее, еще лучше книги у меня просто не было. Каждый рецепт начинается с QR-кода, где размещен видеорецепт того, о чем мы рассказываем здесь, вот в этой статье. Рассказ более чем подробный. Каждый рецепт описывается предельно детально и, разумеется, фотографии шурпа, бозбаш, борщ, зеленый борщ. Здесь много рассказано о заготовках, какие-то теоретические статьи, которые помогут вам готовить лучше и разобраться в очень многих важных вещах кулинарии. Кюфта, бозбаш. Все эти рецепты, в принципе, вы можете посмотреть и у меня, и в Ютубе, но в книге они изложены гораздо лучше, гораздо глаже. Хашлама – очень вкусный суп, практически из одного только мяса. Совсем недавно было это видео, но следом идет суп совсем без мяса, из одной только чечевицы. Чечевичный турецкий суп, который получил огромную популярность в интернете. Посмотрите, какая фотография красивая. И суп, который удивляет любых гостей. Я вам ручаюсь. И как можно было обойтись в такой книге, скажем, без лагмана? Зеленый борщ с щавелем. Посмотрите, какая фотография. А? Не красота? Бешбармак. Кяля-пача. Это и турецкое блюдо, и узбекское блюдо. И начинаются основные блюда. Может, даже не столько основные блюда, сколько горячие закуски. Например, такая, как печень с овощами. Готовится 15-20 минут. Ум отъешь. Настолько вкусно. Печень по-турецки, немножко по-другому, но тоже очень интересно. Джизбыс, то, что блюдо готовится на садже. Все рецепты прописаны так, что должно получиться у любого. Уж если вы посмотрели видео и готовили, и у вас это получалось, то это по этой книге приготовите обязательно. Некоторые рецепты, например, такие как басма или дом ляма, встречались в предыдущих моих книгах. Например, казан-мангал или книгу про казан. Но это самые популярные рецепты из моего репертуара. Вот здесь самые лучшие песни Сталика Ханкишиева. Поэтому, если какие-то рецепты даже и встречались раньше, здесь они, во-первых, с новыми фотографиями и с текстами, которые написаны по-другому.
Дело в том, что когда я писал вот эту первую книгу, я не знал, о чем будут люди задавать свои вопросы, когда познакомятся с этими рецептами. А теперь я знаю, какие вопросы вы задавали под роликами. Я прочитал все эти вопросы. И я даю ответы на каждый ваш вопрос вот во всех этих рецептах. Поэтому здесь так много слов, поэтому здесь так много букв. Не от того, что рецепты слишком сложные. Нет. Здесь просто все расписано подробно, что если вы прочитаете, у вас не останется вопросов. Ну, по крайней мере, не должно остаться вопросов. А, допустим, остались какие-то вопросы, и что же вам делать тогда? Очень просто. Вы заходите по этому QR-коду, смотрите видео, и если не нашелся ответ на ваши вопросы внутри видео, вы можете задать его непосредственно мне. То есть, когда это такое было, что вы покупаете книгу, вместе с возможностью задать вопрос непосредственно автору. Самса. Все про самсу. Одно из самых популярных узбекских блюд. И как ее приготовить в духовке, круглую, слоеную, треугольную, какую хочешь. С начинкой из мяса, с начинкой без мяса тоже. Ну а что поделать? Некоторые люди, вот, например, соблюдают посты православные. Да, и почему бы для них не подготовить какие-то рецепты, которые подходят в том числе и в пост. Да? Татарский пирог Зурбалищ. Я его сам так полюбил, что решил поместить в эту книгу. Рассказ о выдержанном мясе. Это прямо основа любого стейка. Это основа любого хорошего шашлыка. И стейки, и шашлыки, поверьте, этой книги вам будет достаточно, чтобы вы научились готовить базовые рецепты из мяса очень хорошо. Ну и такое блюдо, как бефстроганов. Вы не попробуйте ни в одном ресторане такой вкусный бефстроганов. Вы приготовите лучше. Бифштексы какие-то, ну, в общем-то, тоже это абсолютно базовые блюда, котлеты, пюре. Я могу рассказать о котлетах то, что вы до сих пор не знали. Я могу рассказать о картофельном пюре то, что вы до сих пор не знали. Я могу приготовить котлеты из говядины и баранины, точнее, не я могу, это вы научитесь готовить котлеты из баранины, из говядины и из курятины. В одном казане и курятина, и говядина, и вместо кетчупа просто помидоры. Но если хотите приготовить идеальный домашний кетчуп, у меня есть для вас рецепт. Вы приготовите, лучше не придумать. Котлеты из индюшатины с начинкой. Одним словом, все эти рецепты... цыплята табака. А как обойтись без цыплят табака? Про пловы. Очень много про пловы рассказано. От самых простых для студентов до ферганской такой классики. Как приготовить абсолютно классический узбекский плов. Как приготовить плов самаркандский. Как приготовить шавля, мастава. Это жидкий плов. Это суп вместо плова из тех же самых продуктов. Самаркандский плов. Гречневый плов, плов из гречки. Знаете, какой вкусный? Плов атахан. Это такой узбекско-азербайджанский мой вариант плова. Оши афгани, это так готовили бухарские евреи. Тут вот еще несколько блюд, которые готовили в Узбекистане и Таджикистане, а узбеки и таджики их не знали, потому что это блюдо бухарских евреев. А я узнал. Я сохранил их рецепты. Теперь бухарских евреев ни в Таджикистане, ни в Узбекистане почти что не осталось. Считанные люди остались там, немножко осталось совсем людей. А их рецепты будут жить на ваших кухнях, потому что это вкусные рецепты. Вот вы слышали, что плов можно приготовить без казана вовсе, в мешочках. Вот, пожалуйста. Прям в мешочках можно приготовить плов, и это сказочно вкусно. Азербайджанские пловы. Все самые вкусные пловы, по крайней мере те, которые вы выбрали в качестве самых вкусных, самых интересных, они все здесь есть. Вот разговор про мангал, про тандыр, о том, каким должен быть мангал, какая глубина у мангала, как работать с мангалом, как выбрать уголь. Я про все это рассказывал в Ютубе, и как мариновать мясо, как порубить фарш на люля-кебаб, где я поел самый вкусный шашлык. Где я поел самый вкусный шашлык в своей жизни? Вы никогда не угадаете. В Нью-Йорке вот этот человек приготовил. И я расскажу вам, почему то шашлык был самым вкусным. И дальше дам вам свои рецепты шашлыка. Расскажу вам, как сделать шашлык самым мягким. Расскажу вам о правильной степени готовности шашлыка. Ребята, я вложил в нее опыта намного больше, чем в мою самую первую книгу, чем во вторую. Я вложил в нее любви гораздо больше. Я вложил в нее
очень много труда. И я точно знаю, что эта книга явится великолепным подарком хоть на Новый год, хоть на день рождения. Просто с этой книгой можно жить в обнимку, и все у вас будет получаться замечательно, все у вас будет получаться очень хорошо. И самое важное, что вы должны быть, конечно, подписаны на мой YouTube-канал и на мой канал в Дзене. Это очень важно, особенно если вы, как и я, живете в России. Дорогие друзья, мою книгу можно приобрести на сайте stalik.ru. Заходите, заказывайте, вам ответят на все вопросы. Ее отправят почтой, с ДЭКом, любыми другими сервисами, везде, где эти сервисы работают и куда доходит Почта России. Спасибо за внимание.